Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю изумительно вкусный, недорогой торт «Зимний вечер». Торт буду готовить с черносливом, с очень вкусными шоколадными коржами, с апельсиновым кремом заварным. Торт удивительно вкусный, подходит именно для зимнего времени. Кто не любит десерты, торты с корицей, с пряностями, этот торт как альтернативу можно тем тортам зимним пряным подавать на все зимние праздники. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Также можно, если нет у вас такой формы или не хотите, брать форму 26 сантиметров в диаметре. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия примерно 35 минут без конвекции на среднем уровне. Во время выпечки духовку не открываем. Я разделяю 6 яиц на желтки и белки. Белки мне в этом рецепте не понадобятся, я их убираю для другого рецепта. Здесь 2 апельсина среднего такого размера. Я снимаю с них цедру и выжимаю сок из 3 апельсинов. То есть цедру берем от 2, а сок от 3 апельсинов. Сока нам понадобится 250 миллилитров. – 250 миллилитров сока и цедру от 2 апельсинов я отправляю на плиту и довожу эту смесь до кипения, но не кипячу, и сразу снимаю с огня. Смесь у меня закипела. Обязательно процеживаю сейчас это все через сито. Помыла я сейчас опять кастрюлю эту и отправляю этот горячий сок обратно в кастрюлю. 120 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваю. Добавляю туда 200 миллилитров холодной воды. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Перемешиваю все 6 желтков и вливаю туда всю крахмальную смесь. Также активно перемешиваю, и всю желтковую смесь я отправляю сейчас в горячий сок. Иду сейчас на плиту на умеренном огне. В кастрюле с толстым дном довожу всю эту смесь до кипения. Как только пойдут первые пузыри, я сразу же снимаю эту смесь с огня, потому что здесь большое количество желтков. Чтобы они у нас не переварились, сразу нужно снять с огня. Переливаю сейчас всю эту смесь в ту емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. Вот в таком виде ею можно уже наполнять торт или просто подавать как отдельный десерт в виде апельсинового курда. Тоже можно использовать эту смесь. Но я ее оставлю сейчас до комнатной температуры остывать. Она у меня остыла именно до комнатной температуры, не до холодного состояния. 250 грамм сливочного масла размягченного взбиваю примерно 3 минуты.
Вот такая побелевшая масса пышная получается. И сейчас примерно по 2 столовые ложки заварной основы я добавляю в масло и взбиваю. Данная заварная основа, по сути, это получается своего рода апельсиновый курт. Просто поплотнее немножко. Курт можно готовить также без крахмала, он более как соус будет. Но вот в таком виде тоже можно приготовить и наполнять им торты без масла тогда уже. Так ввожу по 2 столовые ложки, взбила всю эту массу, и вот такой прекрасный крем, необыкновенно вкусный и ароматный получается. Он очень хорошо отсаживается, он очень хорошо держит форму. Итак, бисквит у меня уже остыл до комнатной температуры. Я сразу извлекаю его из формы, с ним сразу можно работать. Нарезаю его сейчас на 2 тонких коржа. То, что останется, шапочка, вот эту шапочку я потом разрежу на вот такие характерные полоски, которыми мы и будем заполнять всю середину этого торта. Шапочку я нарезаю вот такими вот полосками, примерно по сантиметру-1,5 сантиметра в ширину. Боковины вот от этой шапочки мы, конечно, использовать не будем, потому что нам нужны будут промежутки для крема, чтобы в разрезе торт смотрелся очень оригинально и красиво. Пропитываю нижний корж обычной кипяченой водой. Здесь дополнительно сироп сахарный я не использую, потому что все сладкое в торте, и еще дополнительный сахар, это будет очень сладко. Вы можете апельсиновым соком пропитывать, молоком, какао можно пропитывать, что вам нравится, сахарным сиропом, все на ваше усмотрение. Очень тонкий слой крема я наношу на нижний корж и выкладываю все полоски от шапочки. Примерно вот на таком вот расстоянии друг от друга, чтобы это расстояние могло быть заполнено кремом. Использую здесь эту же форму, в которой выпекался у меня бисквит шоколадный. Здесь крем уже приготовленный, взбитый с маслом. Я намеренно еще 10 секунд прогрела в микроволновке. Если вы новичок, лучше этого не делать. Мне нужен был крем вот немножко как бы подвижный, как здесь, чтобы идеально ровно заполнить все пустоты между вот этими вот полосками бисквитными. Еще раз повторяю, если вы новичок, не нужно разогревать крем, а просто нанесите его в том виде, в котором вы его взбили. Все у вас также получится. Где-то, может быть, какие-то дырочки, пустоты будут проглядывать между вот этими полосками бисквитными. Но лучше уже делайте наверняка, потому что у меня огромный опыт, и я знаю, как его прогреть, как его нанести. Конечно, прогретый крем ложится гораздо лучше, но лучше перестраховаться. На 4 часа примерно убрала я заготовку в холодильник. Беру 300 грамм чернослива. Чернослив здесь у меня снековый, то есть его сразу можно кушать, он мягкий, он сразу готов к употреблению. Если у вас чернослив, который нужно замачивать, пожалуйста, посмотрите инструкцию, как его правильно замочить, и замочить соответственно инструкции на упаковке. Я стараюсь всегда брать по возможности сухофрукты для перекуса, которые сразу же готовы к употреблению, и они идеально подходят для начинки для тортов. Здесь у меня 300 грамм очень холодных сливок для взбивания, 60 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара и 300 грамм охлажденного творожно-сливочного сыра. Все это я взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Все продукты молочные должны быть очень холодными. Наполняю этим кремом сейчас кондитерский мешок и буду наносить его на торт. Сразу хочу сказать, кому этот крем покажется небюджетным, вы можете для этого торта также использовать белковый заварной крем. У нас оставались белки от приготовления апельсинового крема. Вы можете также на 3 белка сварить белковый заварной крем и украсить им этот торт. Сочетание будет очень и очень удачным. Здесь я просто показываю быстрый вариант. Для тех, кто не хочет или не умеет варить белковый крем, ссылочку на то, как сварить, даже без использования кондитерского термометра, весов, отличный белковый заварной крем, итальянскую меренгу, я, конечно же, оставлю вам в описании к данному видео в инфобоксе под этим видео. Итак, торт я достала из холодильника, нанесла на него небольшую порцию крема сливочного, выкладываю весь порезанный чернослив и сейчас очень аккуратно, тоже небольшой порции крема, как бы разравниваю этот чернослив и буду наносить из насадки кондитерской 1М
Очень красивые кондитерские завитки, которые используются всегда для украшения тортов, пирожных, капкейков. И, как я уже сказала, вы для украшения этого торта как бюджетную альтернативу можете использовать итальянскую меренгу, белковый заварной крем. Рецепт этого крема именно из расчета порции на 3 белка я оставлю вам в описании к данному видео и также ссылку на тот рецепт. И все у вас прекрасно получится и будет очень нарядный и незабываемо вкусный тортик. Я же украшаю тем кремом, который я приготовила. Он очень хорошо дополняет, он очень богатый во вкусе, этот крем сливочный получается. Нарезается он превосходно, этот торт, превосходно он держит форму, несмотря на то, что я слегка прогревала крем. Но еще раз повторяю, если вы новичок, лучше этого не делать. Торт получается незабываемо вкусным и ароматным благодаря апельсиновому крему. Вообще апельсин идеально сочетается со сливой, с черносливом в торте. Посмотрите, как он прекрасно надламывается вилкой, какой он нежный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.